Всем приветик, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел показать, как я делаю курицу в духовке. Я взял среднего размера курицу, добавлю такие ингредиенты, засунул в мешок и поставим в духовку. Я знаю, что все многие делают, но я сегодня решил взять немножко по-другому. Здесь в Англии считается, что яблоки хорошо идут со свининой. Я пошел на интернет, сегодня посмотрел, и там было написано, что можно яблоки добавлять в курицу тоже. И я решил это сделать и покажу, как я делаю. Я надеюсь, что кто-то, может быть, уже так делал или знает, как делать, но я, может быть, дам какую-то идею. Итак, приступим. В первую очередь я возьму большую миску. В эту миску я налью немножко масла. Так. Добавлю соли. Соевый соус. Вы знаете, я никогда не готовил с соевым соусом. Но как-то я почитал, что соевый соус придает вкус мяса хороший. И я с тех пор начал везде добавлять соевый соус, где можно. И смесь специй. У нас называется Old Base специи, но они продаются везде. У нас здесь, а смесь здесь все специи, какие вы знаете. Так что это на ваше усмотрение, какие вы специи будете добавлять. Я пользуюсь сегодня этими специями. И я решил добавить каравай seeds, тоже это семечки каравая. Или тмин, наверное, по-русски называется. Итак, сейчас я эту курицу теперь положу в эту миску и все как следует попытаюсь помешать и массаж курицы сделать. Руками, чтобы все это хорошо смешалось, замариновать, чтобы все так. Очень хорошо. Экспериментировать можно на кухне всегда. Главное, чтобы все ингредиенты работали друг с другом. Вот так курица у меня выглядит теперь. Посмотрите. Все специи хорошо промазались. И запах тоже прекрасно уже идет от специй. Теперь я взял один пакет. Так. И теперь эту курицу мы поставим в пакет. Окей, посмотрим, как он. Потому что пакет для размеров средней курицы, что это должно влезть хорошо у нас. Хорошо влезает тоже. Так. Теперь я сейчас уберу. Теперь взял щипцы и что я сделаю? Я поставлю пару кусочков внутрь курицы. Если вас видно. Вот таким образом. Здесь 2 яблока. Я как следует порезал и вымыл, порезал. И порезал каждое яблоко на 6 кусочков. Немножко яблоки вовнутрь, немножко снаружи. Так, когда яблоки порезал, я слегка их перемешал в лимонном соке, потому что иначе бы они у меня быстро потемнели. Теперь я возьму одну луковицу и разрежу тоже где-то на 6, на 8
равных кусках. Так. Теперь я возьму один перец тоже болгарский. Перец тоже почистил, вымыл и тоже туда же. Сразу скажу, я делал таким образом, но я не добавлял яблоки, так что мне самому интересно, как это будет получиться. Так что это мой эксперимент. По интернету я читал, что да, они с яблоками тоже делают. Ну, посмотрим, что у нас получится. И я взял чеснок. Вот так. И тоже все это в мешок я сейчас положу. Я резать сильно не буду, немножко так сделать, так что посмотрим. Потому что я знаю, что чеснок и лук, они уже сами по себе дают хороший запах и вкус тоже. Ну, попробуем, что у меня сегодня здесь получится. Итак, это я сейчас все уберу. И теперь я аккуратненько все это здесь завяжу. Вот так у меня курица хорошо, красиво выглядит в мешочке. Сейчас я это положу на маленькую форму, стеклянную противень. Так. А в то же время я сделаю маленькую дырочку, чтобы когда... Дело в том, что когда она выпекается, там будет воздух, и чтобы воздух мог выйти, иначе это у нас взорвется, как в автоклаве. С маленькую дырочку здесь сделаю. И здесь. Итак. Так что воздух может выйти. Итак, это у меня пойдет в духовку. Итак, духовка у меня нагревается до 180 градусов. Она сейчас почти что осталось пару минут. Ну, увидимся, как это приготовится. С Богом. А тем временем, пока наша курица жарится в духовке, я решил сделать небольшой салат к этой курице. Так что это будет просто легенький салат, редиска, помидоры и зеленый лук. Так что приступим. Так, у меня все вымыто, все вычищено. Сейчас я порежу быстро наш лук. Теперь я порежу наш томат или помидоры. Здесь на кухне сегодня такое яркое солнце. Я думаю, чтобы я только правильный угол поставил для камеры, чтобы видно вам было. А то может показать в темноте все, если не так камеру поставлю. Ну дай бог, чтобы все у нас получилось. Так. Помидоры наши я порезал. Все в мисочку пойдет теперь. Так. И теперь я порежу нашу редиску. Все это пойдет в нашу миску. Вот сюда. Таким образом. А теперь я залью немножко маслом. Люблю растительное масло. Немножко поперчим. Так. И немножко мы подсолим. И теперь я сейчас все аккуратненько перемешаю. А какие краски? Уже как зеленый лук с редиской и томатом. Очень красивые краски в этом салате получились. Вот такой у меня сегодня салат к нашему ужину. Сейчас я попробую на вкус соли. Если надо еще соль добавить или нет. Достаточно.
Этого достаточно. Еще немножко, и все. И все идет у нас в холодильник. И вытащу с холодильника перед ужином. А гарниру я сегодня решила сделать картошку фри. Или French fries у нас называется. Картошку, которую я буду жарить в духовке, которая жарится с воздухом. Вот такое. И займет это 15 минут по программе. Так что я сейчас сделаю. Я сейчас взял 6 среднего размера картошку. Сейчас ее почищу, вымою и порежу на соломки для картошки фри. Итак, картошку я уже вымыл, пару картошин положил на досточку, и я стал уже разрезать на маленькие долечки. Сейчас я вам покажу, какие будут. Ну, примерно вот такого размера. Сразу же эти долечки я положу сюда в миску с водой, и то, что там крахмал, нам надо вымыть этот крахмал с картошки. Так что, когда я все это займет немножко времени у меня. Я знаю, у меня есть машинка, которая может уже сделать на такие соломки картошку, но я честно скажу, что мне не нравится ее пользоваться. У каждого свои каприз. Но у меня каприз, мне эта машинка не нравится. Может быть, в следующий раз опять попробую сделать. Вот таким образом. Так что это займет немножко времени у меня, но вот так. И воду. Так что увидимся, как я все это сделаю. Итак, картошку я нашу промыл хорошо, как следует, как крест, чтобы весь крахмал у нас там вымылся. И теперь для лучшего результата эту картошку выложу на бумажное полотенце. Таким образом, вся влажность лишняя, все это выйдет, и нам как следует ее высушить. Сейчас я возьму еще одно полотенце и сверху тоже пройду. Таким образом, все это хорошо сейчас проделывается. А теперь всю эту картошку, то, что хорошо у нас просушено, я переложу в миску. И в миске всю эту картошку мы хорошо перемешаем с перцем. Я немножко добавлю соли и немножко масла. Я уже делал эту картошку фри, но дело в том, что мне не повезло, я когда делал в этом барабане, мне эта картошка приставала к стеночкам, и у меня были проблемы. Но сегодня я решил добавить туда масло тоже и посмотреть, дай бог, чтобы у нас в этот раз она ничего не пристала к стеночкам. Итак, добавляем масло. Немножко перца. Немножко соли. Вот так посмотрите, как она все это выглядит у нас прекрасно. И сейчас мы все тщательно перемешаем. И надеемся, что в этот раз, когда я буду испекать в этой машинке, картошка наша не прилипнет к стенкам барабана. Итак, мы должны включить нашу машинку, чтобы она немножко прогрелась. И она прогреет это, чтобы прогрелась эта машинка, возьмет только где-то 5 минут. Как она прогреется, тогда всю эту картошку мы положим в барабан и поставим машинку. А по программе это будет выпекаться где-то 15 минут. А теперь мы возьмем и сложим всю нашу картошку в этот барабан. Так как осталось пару минут для выпекания.
Итак, всю нашу картошку я переложу теперь в барабан. Теперь мы будем ждать, пока наша печка подогреется, и по программе возьмет 15 минут приготовления. А печка у меня нагревается, еще осталось 2 минуты, и тогда мы уже поставим печку. Итак, наша печка подогрелась. Теперь сейчас мы поставим это аккуратненько вовнутрь. Закроем и поставим на программу. Картошка фри или френч фрайс. И все. Теперь она будет готовиться. 15 минут, и мы встретимся. Итак, наша картошка готова. Как вы видите, все же немножко там пристала к стенкам нашего барабана. Но ничего. Я сейчас переложу в эту миску. А наша курица будет готова в 1 минуту. И когда все накроем на стол, тогда мы встретимся. Итак, посмотрите, какая у меня курица получилась. Какой запах. Настолько вкусный, поджаристый. Но запах идет по всей кухне. Поверьте, это очень-очень... Жаль, что я не могу вам передать это на видео, как это вкусно пахнет. И посмотрите, какие у нас чипсы получились, или френч фрайс. Я боялся, что неплохо выйдут оттуда с барабана, но они вышли очень хорошо. И хрустящие тоже, и настолько вкусные. Посмотрите, это наш ужин. Какой красивый получился. И салат, и чипсы, и курица с яблоками. Вы знаете, было очень интересно готовить, потому что курицу я делал первый раз с яблоками. Чипсы я делал раньше, но что-то они не приставали к этому барабану в этой машинке. Сегодня они отошли очень хорошо. Я только надо было немножко помочь деревянной ложкой. И салат свежий тоже к этому всему. Сейчас перед вами я возьму пробу. Чипсы. Вкусные, хрустят. Не забудьте, я вначале их подсолил и немножко поперчил. А сейчас я возьму маленький кусочек нашей курицы, чтобы снять пробу перед вами. Курица изготовилась прекрасно. Даже кости отходят от мяса. Вы знаете, очень вкусно. Мне самому очень понравилось. Я никогда не делал с яблоками, но очень вкусно получилось. Мой ужин получился. На английском говорят sweet success. Я очень доволен, что мне получилось. И я думаю, что это видео не было скучным. Я, может, вам дал какую-то идею. Но если вам дал идею, или вы хотите попробовать, пожалуйста, попробуйте. Я уверен, вам это понравится тоже. Потому что я никогда не делал курицу с яблоками, но получилось очень-очень вкусно. Сейчас я заканчиваю это видео, и мы будем ужинать. Сегодня только я и мой младший сын, старший сын и моя половина, они играют в гольф, они приедут домой очень-очень поздно, но потом они должны будут разогреть ужин. Так что я и мой младший сын. И на этой ноте я с вами хочу попрощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего счастья и здоровья. И берегите своих близких и себя. И всем мирного неба. Мирного неба.